Совет директоров Роснефти рекомендовал выплатить финальные дивиденды за 2021 год в размере 23,63 рублей на одну обыкновенную акцию, сообщается на сайте раскрытия корпоративной информации. Это рекордная сумма выплат за всю историю компании. Предыдущий рекорд был во втором полугодии 2019 года и составил 18,07 рублей на одну обыкновенную акцию. Акции российской нефтяной компании отреагировали ростом на 3,23% до 414,5 рублей за акцию на открытие торгов Московской биржи. Однако по состоянию на 10:35 по московскому времени бумаги Роснефти растеряли весь утренний рост. С учетом выплаты дивидендов по итогам первого полугодия 2021 года суммарный размер дивидендов на акцию Роснефти по итогам прошлого года составит 41,66 рублей, а общая сумма выплат 441,5 миллиардов рублей или 50% от чистой прибыли компании. Дивидендная доходность выплаты составляет 6%, с учетом цены акций Роснефти 393,3 рублей на 11:11 по московскому времени 30 мая. Окончательное решение о выплате дивидендов будет принято на общем собрании акционеров, которое состоится в форме заочного голосования 30 июня 2022 года. Список акционеров, которым положены дивиденды, будет определен 11 июля, то есть последний день, когда можно будет купить акции Роснефти под дивиденды, это 7 июля 2022 года. Дивидендная политика Роснефти предусматривает выплату не менее 50% от чистой прибыли по МСФО. При этом компания обязалась выплачивать дивиденды по меньшей мере 2 раза в год. За первое полугодие прошлого года компания выплатила владельцам своих бумаг промежуточные дивиденды в объеме 191,04 миллиардов рублей или 18,03 рублей на акцию. По итогам 2020 года компания выплатила дивиденды в размере 73,55 миллиардов рублей или 6,94 рублей на акцию. На прошлой неделе Совет директоров компании «Газпром» предложил собранию акционеров распределить финальные годовые дивиденды 52,53 рублей на акцию. Общий размер дивидендных выплат составит 1,24 триллионов рублей, что является рекордом для «Газпрома» и для всего российского фондового рынка. Чистая прибыль Роснефти по МСФО в 2021 году выросла более чем в 6 раз, до рекордного значения 883 миллиарда рублей, сообщила компания. По итогам 2020 года компания заработала 132 миллиардов рублей чистой прибыли. Показатель EBITDA в 2021 году вырос почти вдвое, до 2,3 триллионов рублей, также достигнув исторического максимума. Выручка увеличилась на 52,2% до 8,8 триллионов рублей. Напишите ваше мнение по этому поводу. Если вам понравился данный выпуск, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, не забыв нажать на колокольчик. Зацените другие видео на канале. Я с вами не прощаюсь, новостей там много.